Замечали ли вы, что с приходом первых холодов наш организм будто переключается в другой режим? Появляется необъяснимая сонливость, продуктивность падает, а простуды начинают цепляться одна за другой. Принято считать, что во всем виноват мороз или отсутствие свежих фруктов, но так ли это на самом деле? Наука говорит нам, дело не только в низкой температуре за окном. Наша иммунная система – это сложнейший механизм, работа которого тесно связана с планетарными ритмами, светом и даже тем, как мы двигаемся. Сегодня мы разберемся, почему зимой защитный щит нашего тела становится более хрупким и какие биологические процессы стоят за этим сезонным спадом. Зима – это серьезное испытание для биологии человека. На протяжении тысячелетий наши предки адаптировались к сокращению светового дня и холоду, уходя в режим энергосбережения. Современный мир требует от нас одинаковой активности и в июле, и в декабре, но наши клетки помнят древние настройки. В этом видео мы не будем говорить о лекарствах или чудодейственных добавках. Мы посмотрим на проблему с точки зрения физиологии, как отсутствие солнца, изменение качества сна и даже наша домашняя одежда влияют на способность организма сопротивляться вирусам. Понимание этих процессов – это первый шаг к тому, чтобы провести зиму в ресурсе, а не в бесконечной борьбе с недомоганием. Свет и биоритмы. Главный дирижер нашего иммунитета – это свет. Вы когда-нибудь задумывались, почему в пасмурные дни мы чувствуем себя разбитыми? Дело в том, что на сетчатку глаза должны попадать фотоны света, чтобы подать сигнал мозгу «день начался, пора активировать защитные системы». Зимой световой день сокращается, а большую часть времени мы проводим под искусственным освещением. Это сбивает наши циркадные ритмы, внутренние биологические часы. Когда эти часы сбоят, нарушается выработка гормонов. Например, серотонин, который часто называют гормоном радости, напрямую связан с активностью Т-лимфоцитов, тех самых клеток, которые первыми атакуют вирусы. Мало света означает меньше серотонина, а значит более медленную реакцию иммунной системы. Кроме того, дефицит солнечного света влияет на синтез важных регуляторов, которые помогают организму распознавать угрозы. Получается замкнутый круг. Мы меньше видим солнце, наш мозг думает, что наступила биологическая ночь и переводит иммунитет в спящий режим. Можем ли мы винить его за это? Скорее, нам нужно научиться помогать организму в этот сумеречный период. Сон и восстановление. Зимой нам хочется спать дольше, и это абсолютно естественное желание. Но важно не только количество, но и качество. Именно во сне происходит техобслуживание организма. Ночью наша иммунная система вырабатывает специфические белки – цитокины. Некоторые из них помогают нам спать, а другие активируются только тогда, когда мы находимся в глубоких фазах сна, чтобы бороться с воспалениями. Если мы нарушаем режим, работаем допоздна или спим в слишком теплой и сухой комнате, процесс производства этих белков замедляется. Риторический вопрос: замечали ли вы, что после одной бессонной ночи риск подхватить насморк возрастает в разы? Это не случайность. Без качественного отдыха армия наших защитных клеток, натуральных киллеров, становится менее агрессивной к внешним патогенам. Зимой, когда нагрузка на организм и так велика, сон становится главным ресурсом для восстановления. По сути, это бесплатная и самая эффективная подзарядка для вашего иммунитета, которой мы часто пренебрегаем ради лишнего часа в соцсетях. Движение и образ жизни. Еще один фактор, о котором часто забывают, это движение. Зимой мы склонны к гиподинамии, хочется укутаться в плед и меньше выходить на улицу. Однако для иммунитета движение – это буквально транспортная система. Наша лимфатическая система, которая отвечает за вывод токсинов и доставку иммунных клеток в нужные точки, не имеет своего насоса, вроде сердца. Лимфа движется только тогда, когда сокращаются наши мышцы. Когда мы сидим неподвижно весь день, лимфоток замедляется, и продукты обмена застаиваются в тканях. Более того, умеренная физическая активность на свежем воздухе улучшает микроциркуляцию крови. Это значит, что защитные клетки быстрее добираются до слизистых оболочек дыхательных путей, которые зимой первыми принимают удар.
Помните, даже обычная прогулка быстрым шагом – это не просто способ сжечь калории, это способ заставить вашу иммунную систему патрулировать организм более эффективно. Стресс и холод. Связь между холодом и болезнями сложнее, чем кажется. Сам по себе холод не вызывает простуду, ее вызывают вирусы. Но низкие температуры могут выступать помощниками для них. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов слизистых оболочек. Это защитная реакция организма, чтобы сохранить тепло внутри. Но у этого есть побочный эффект. В зону носоглотки поступает меньше крови, а значит и меньше защитных клеток. Вирусам становится проще закрепиться на территории, которая временно осталась без охраны. К этому добавляется зимний психологический стресс. Отсутствие ярких красок, холод и короткий день повышают уровень кортизола. Этот гормон в малых дозах полезен, но если он повышен постоянно, он буквально выключает активную работу иммунитета, считая ее в данный момент второстепенной задачей. Именно поэтому зимняя хандра и физическая слабость часто идут рука об руку. Что можно изменить? Мы не можем изменить наклон земной оси или отменить зиму, но мы можем адаптировать свой быт под эти условия. Во-первых, старайтесь ловить каждый луч света. Даже 15-минутная прогулка в обеденный перерыв даст мозгу сигнал, что день наступил. Во-вторых, обратите внимание на воздух в доме. Зимой из-за отопления он становится слишком сухим, что пересушивает наши слизистые, наш первый барьер защиты. Использование обычного увлажнителя может существенно облегчить работу вашей системе обороны. Не забывайте о температурном режиме. Не стоит кутаться так, чтобы вспотеть при малейшем движении. Перегрев так же опасен, как и переохлаждение. И, конечно, дайте себе право на отдых. Зима – это время замедления. Позволив себе спать на полчаса дольше и заменив интенсивную тренировку на спокойную прогулку, вы принесете своему здоровью гораздо больше пользы, чем пытаясь работать на износ. Подводя итог, можно сказать, зимнее ослабление иммунитета – это не поломка, а сигнал организма о том, что ему нужна поддержка и смена ритма. Мы – часть природы, и игнорировать ее циклы значит работать против самих себя. Берегите свой внутренний ресурс, прислушивайтесь к сигналам тела и помните, что весна обязательно наступит. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк и поделитесь в комментариях своим опытом, как вы поддерживаете бодрость в зимние месяцы. А в следующем видео мы разберем 7 зимних привычек, которые незаметно разрушают иммунитет. До встречи на канале.